Привет, ребята! Сегодня, по многочисленным просьбам зрителей моего канала, я покажу вам те пильные диски, которые я использую в своей работе. Этих дисков у меня немного, но каждый из них выполняет свою функцию. Это видео будет весьма полезно тем, кто делает первые шаги в освоении столярного ремесла и только начинает формировать свою столярную мастерскую. Давайте посмотрим. Этот пильный диск из бюджетной линейки Атака я использую для чернового раскроя древесины, как мягкой, так и твердой. Этот диск на 24 зуба диаметром 250 мм является универсальным. Ничего плохого про этот диск я сказать не могу. Он довольно острый, ровный и прекрасно справляется со своими задачами. К тому же стоит весьма недорого. Диск имеет посадочное отверстие на 30 мм, в то время как вал моего распиловочного станка имеет диаметр 16 мм. Поэтому я заказал у токаря специальную прижимную шайбу с фланцем. Второй пильный диск уже намного серьезнее. Он тоже позиционируется как универсальный, хотя имеет в наличии целых 50 зубьев. Фирма в представлении не нуждается. Ее продукция уже давно завоевала заслуженный авторитет среди российских столяров-станочников. Этот диск я использую преимущественно по твердым породам древесины на ответственных операциях. Качество пиления этим диском вы сможете увидеть через несколько минут. Для распиловки фанеры, ДСП и ламината я приобрел отдельный диск, дабы не тупить основные рабочие инструменты. Этот специализированный диск на 56 зубов имеет диаметр 190 мм и посадочное отверстие на 30 мм. Так как тело диска слишком тонкое, я не могу использовать прижимную шайбу с фланцем. Для посадки диска на вал я использую переходную шайбу 30 на 16 мм вместе со стандартной прижимной шайбой. Последний специализированный диск чешской фирмы Pilana по своей сути диском не является. Это позовальная фреза с толщиной зуба 6 мм. Диск не из дешевых, но он того стоит. 12 зубьев с прямым профилем обеспечивают идеальное качество пазов в любой древесине и фанере. Я приобрел этот диск специально для изготовления качественных пазов в столярных изделиях, и он вполне оправдал все мои ожидания. Именно под этот диск я и заказывал прижимную шайбу с фланцем. А теперь давайте посмотрим, как работают все эти пильные диски. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Начнем по порядку. Первым посмотрим в работе диск для чернового пиления. Его будем тестировать на еловой доске 50 мм. Скорость видео я специально не изменял, чтобы было наглядно видно, как диски справляются с распиловкой различных материалов. Скорость пиления я не форсировал. Пилил аккуратно, без нажима. Качество распила я тоже покажу подробно.
Диск CMT будет демонстрировать свои возможности на необработанной доске ясеня, который, как вы, конечно, знаете, по своей плотности превосходит всеми любимый дуб. Дикий край доски я отпилил за кадром, чтобы не смущать вас нарушением техники безопасности. Что получилось дальше, смотрите сами. На камере этого, скорее всего, не видно, но распил получился идеально гладким, как из подручного рубанка. Диск явно стоит своих денег. С торцевым распилом вышло чуть похуже, но тоже в пределах допустимого. Диск Forest устанавливается через переходное кольцо. Фанеру пилит идеально и вдоль, и поперек. Никаких предварительных подпилов волокон или наклейки липкой ленты я не делал. Пилил сразу как есть. Результат перед вами. Далее тестирую этот диск на обрезке полового ламината и ламинированной фанере. Все тесты пройдены на отлично. И стоит этот диск сущие копейки. Последний диск в моем нынешнем арсенале я продемонстрирую на обрезке фанеры, так как фанера наиболее капризный материал в плане создания различных пазов. В процессе использования этого диска я понял, что фанеру необходимо обрабатывать исключительно вдоль волокон внешнего слоя, иначе возникают сильные задиры. Пазы после этого диска получаются с идеальной геометрией и не нуждаются в дальнейшей доработке, как это часто бывает с пазовальными фрезами бюджетного сегмента. Ну и конечно, не обойду своим вниманием и сам распиловочный станок JIP 25102, для которого и приобретались все эти пильные диски. Станок оказался настолько удачным, что после тщательной его настройки сразу после сборки я больше не испытывал ни малейших проблем с его эксплуатацией. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго и до новых встреч.